Всем привет, дорогие зрители! Поскольку мы все сидим по домам без ланов, без буткемпов и без возможности делать для вас контент, я решила, что все-таки надо нам с вами держать связь, потому что непонятно, сколько это еще будет длиться. Поэтому в ближайшем будущем мы запишем несколько подкастов с игроками, будем обсуждать новости команды, новости сцены, новости доты и так далее. И на первом подкасте со мной Мак и Magical. Привет, ребят! Привет. Привет. Поскольку мы с вами не виделись и не было контента с последнего буткемпа, и даже, люди не знали, как вы подготавливались к мейджору, ESL, да и вообще просто мы давно не выходили на контакт, давайте поговорим сначала о карантине и вообще, как он на вас повлиял, потому что по-разному. У многих кто-то говорит, что, мол, на меня никак не повлиял, я как дома сидел, играл в доту, так и сижу. Другие говорят, что наоборот, вот без возможности выйти на улицу мне там плохо и так далее. Вот вас именно, сильно ли вас напрягает карантин? Че, Идан, ты скажешь первый или я? Я могу сказать. Для меня карантин, во-первых, все мы дотеры, и это не так сильно задевает меня, но отсутствие возможности сходить в киношку или там где-то красиво, вкусно покушать или пойти погулять, это да, обидно и неудобно. Поэтому хочется, чтобы поскорее это все закончилось и все вернулось. Идан разбалованный просто. То есть дома кино посмотреть его не устраивает, вкусно дома покушать тоже не устраивает. Вот такие вот сейчас, понимаешь, что такое поколение молодое дотеров. Да. Да, если от себя добавить, да, на самом деле сильно на образ жизни не повлияло. То есть для нашей сферы, то, чем мы занимаемся, то есть так или иначе мы очень много времени проводим дома за компьютером, играя в доту и не только, в какие-то еще другие игры, то есть поэтому... То есть единственное, наверное, как-то даже непривычно сейчас уже вот в Киеве, я думаю, не только в Киеве, в Харькове у Идана тоже уже тепло, весна, солнце. То есть ты такое в окошко, знаешь, выглядываешь, на улице людей на самом деле очень мало сейчас в связи с карантином. И, как-то грустно становится. Вот, в принципе, и все. Ну да, погода такая, что она располагает к прогулкам, к шашлычкам, а как бы... Да, всё. шашлычок хочется, а вот 17 тысяч гривен жалко. И, Данчик, а ты же в частном доме живешь, ты как бы можешь себе позволить и то, и другое. Да, могу. Ты часто на улицу выходишь из дома? Да. Ну, Молодец. мусор каждый день там выносит. Слушайте, вот мне часто на Твиче, когда я стримлю, задают один и тот же вопрос зрители. Сильно ли вы расстроились, когда отменили мейджор в Лос-Анджелесе? И это было вот за день до вылета. Как-то сказать, неожиданно было. Я вот, там были по этому поводу всякие истории, как я там спал, да, уже типа полкоманды разъехалась. Доля правды как бы в этом была. Я такой лежу не спеша, что-то Пашок встал и говорит, чип, там этот мажор отменили. Я посмеялся такой, дальше лежу себе, сплю, думаю, Пашок нормально там этот пошутил. Потом тоже так что-то лежу, открываю как бы это новостные сайты, там Твиттер какой-то еще, что-то читаю, понимаю то, что как бы это действительно как бы правда. И такие первые мысли, то есть ты просто немножко в шоке, но понимаешь, что никак на ситуацию повлиять не можешь. Было обидно, то есть я в тот день, я так помню, с утра проснулся, первые мои мысли, пока я новости не прочитал, я такой думаю, так, у нас там КВ, у нас еще такой день был плотный, то есть у нас там игры были с секретами, еще с какой-то тоже такой сильной командой, то есть последний тренировочный день, и ночью мы должны были вылетать. То есть ты там что-то уже на целый день себе планируешь, а потом такой оп, и все. И уже в то время, когда КВ должны были только начинаться, уже действительно практически вся команда разъехалась по домам.
Я, кстати, вспомнила, что в последний день я тоже должна была приехать на буткемп. Мы должны были снять влог, ну, как-то итоги буткемпа. Вот завтра мы вылетаем на мейджор и все такое. Я звоню Игорю днем, он говорит, так, все уже все разъехались, все отменили, и так вот я и не доехала. На самом деле, когда я вспоминаю за несколько дней до того, как мы должны были улетать, из Лос-Анджелеса начали доноситься новости, ну, не доноситься, а были новости, что, мол, люди в аэропортах уже заражаются, что там сотрудники аэропорта в Лос-Анджелесе уже несколько человек заразилось этой короной, и мне на самом деле так стрёмно стало, как бы я вообще не с трусливых, но думаю, вот сейчас мы приедем в Лос-Анджелесе и застрянем там на карантине, и непонятно на сколько дней. Конечно, прикольно вроде как застрять в Лос-Анджелесе, но, с другой стороны, как-то, ну, семья, и не хотелось бы. Вот, Ну, поэтому честно, я рада прости, что была. перебил. Мгм. Честно, была чуйка, когда То, вот за что день до этого, то, что там уже, по-моему, ввели чрезвычайное положение, там было 54 или 57 зараженных в Калифорнии, и была какая-то чуйка, что в один момент это может все так бум. Поэтому ну, вот хорошо, что мы не поехали. там помнишь, как было, знаешь, каждый день мы КВ играем, смотрим новости в США, Да, да, и да, ты да. такой понимаешь, что, ну, с каждым днем тебе, на самом деле, становится реально стрёмно туда лететь на турнир. То есть, Да. и, типа, по факту это, наверное, как бы было отчасти неизбежно. То есть, ну и хорошо то, что сложилось, кстати, именно все именно так, потому что было бы намного сложнее ситуация, если бы уже все команды вылетели туда, начался бы турнир, а потом бы, допустим, закрыли границы. Я вообще с трудом представляю, как бы это все происходило, как просто в срочном порядке, допустим, все бы полетели по домам. Вот, как пример, да, групповой этап там какой-то первый день, там, или ты даже группу отыграл, а потом бац, вся эта ситуация, и, ну, как бы все вынуждены были бы улетать по домам. То есть в этом плане как бы еще получилось, так как получилось, это не самый плохой расклад из того, что могло быть. Да я бы сказал, И что нам это вообще очень хорошо. Да, то нам есть, безумно повезло. Да. да. Вот смотрите, еще несколько месяцев назад игроки, ну, многих команд говорили о том, что там графики турниров довольно плотные, буткемпы. Да, и для нас, я помню, было прям какое-то время, что безвылазные буткемпы, вот турниры, буткемпы, там марафон был или дней 40, я уже плохо помню, но было такое. Вот сейчас, казалось бы, появилось то время, которого не хватало на семью. То есть у нас нет буткемпов, нет турниров, ты сидишь там дома через день, играешь лигу официалки. Вроде как хорошо. Но с другой стороны, может быть, чего-то и не хватает. Вот как вам, какой для вас идеальный баланс? Лучше стало или хуже стало? Андрюх, давай ты. Пока скажу, ну, то, что непонятно. То есть мне это напоминает ситуацию, вот даже, ну, не знаю, лет 5 назад, там, 6 лет назад, когда, знаешь, еще ланов не так много было. Вот я даже вспоминаю, когда я играл там Team Empire, еще такие бородатые времена, какой-то 2014 там год. Было очень много онлайн-турниров, ланов было мало. То есть таких вот выездных именно ланов, крупных их было мало, это была редкость. И, в принципе, основные турниры шли в онлайне. То есть и такой достаточно был тоже плотный график именно в онлайне, турнир за турниром. То есть вот мне это сейчас как бы напоминает те времена, а по поводу стало хуже, лучше, то есть сложно сказать. Дома, ну, немного, как-то сказать, рабочая атмосфера отличается, конечно, на буткемпе в этом плане, ну, лично мне нравится намного больше, когда как бы мы собраны все вместе, каждый день там просыпаемся, видим друг друга, общаемся вживую. То есть такой как бы рабочий процесс, его в онлайне чуть-чуть сложнее наладить. Но у нас сейчас с этим, я считаю, очень хорошо получается. То есть мы вот за последние там 2,5 недели тренировок в онлайне, которые играли, ну даже там 3 недели, я уже точно не помню. То есть мы очень хорошо наладили как бы сейчас вот этот процесс. То есть мы в онлайне так же само там смотрим вместе, разбираем всякие там записи игр, обсуждаем какие-то другие игровые моменты. То есть, ну, помимо просто КВшек, то есть как бы такая часть как бы тоже присутствует. Просто на буткемпе это было как бы намного удобнее, да, то, что там был большой такой экран, ты с одного компа включаешь, запускаешь какой-то реплей, там показываешь какие-то моменты, все сидят, смотрят, то есть в онлайне в этом плане чуть-чуть посложнее выглядит, но как бы через тот же Discord и так далее это все как бы можно делать.
А так, ну, блин, не знаю, время покажет. То есть в целом сейчас такая ситуация, конечно, что, знаешь, как-то путешествовать, в принципе, никто как бы и не стремится, да, в связи как бы со всей Мгм. этой ситуацией. То есть ты, в принципе, рад, то, что находишься дома, и тебе не нужно лишний раз куда-то выбираться. То есть... Кстати, вот Тёма ФНГ высказался по поводу онлайна, что, типа, грубо говоря, вот так утрирую, что тир-1 командам, такие как Secret, им в онлайне они играют, в принципе, так же, как и на ланах, то есть они мало совершают ошибок. А команды, которые не тир-1 уровня, в онлайне играть гораздо сложнее. Типа, видимо, гораздо сложнее или фокусироваться, или... Ну, то есть же, правильно, разница, играешь ты на буткемпе и играешь ты онлайн? Да, однозначно есть. Вот я думаю, то, что Идан как раз по этому поводу даже как свои ощущения может дополнить. Ну, я могу сказать, если честно, то, что для меня сейчас, ну, мне именно по кайфу. Вот обстановка по кайфу. Потому что ты сидишь дома, и да, есть чуть-чуть такое, что ощущение, когда ты на буткемпе, у тебя вот слишком рабочее и напряженное. И в этом тоже есть какой-то свой вайб. Но когда я дома, не знаю, мне тоже очень-очень-очень-очень нравится, и я 100% уверен, что нет никакой разницы, кому там тир-1 легче, не легче, какие-то ошибки и так далее. Я считаю, что если человек не делает ошибок, то он не делает ошибок ни в онлайне, ни на сцене, ни в онлайне. М, Ну, короче, нет разницы абсолютно. Но то, что ты Мгм. говоришь, Идан, это ведь не соответствует правде. То, что куча ситуаций было, когда люди и команды играют в онлайне круто, а потом приезжают на лан, а кнопки как-то не так жмутся. Ведь это факт. Ну вот, То Ян есть, сказал, Ян сказал противоположно, что Я наоборот. сказала наоборот, что более, возможно, Вот. расхлябаннее. Ну вот, а я так не считаю. те же Я наоборот, Да. я наоборот считаю, что люди, которые играют хорошо на сцене, они 100% будут играть еще Вот, лучше в да, онлайне. вот, это Ну, правда, а Ян да. говорит наоборот, типа, что люди, которые... Ну, короче, я не согласен с ФНГ. Ну, для Secret я не думаю, то, что многое что-то поменялось. В целом, даже по их последним играм против Непов и против кого они там еще играли, я уже, честно... против На Есов? Liquid. Да, Liquid, по-моему. против Liquid и Непов. Против Непов вчера играли тоже. То есть, в принципе, как бы они по игре и так далее, ну, достаточно тоже уверенно как бы смотрятся, так или иначе. В остальном, по поводу вот этого суждения, то, что сказал Идан, я не знаю, даже добавить, в принципе, особо, ну, наверное, нечего. Мгм. То есть Вообще как... Да. Мгм. одно можно добавить, то, что для тех игроков, у которых мало еще опыта лана, для каких-то даже вот относительно новообразовавшихся команд и так далее, то есть сейчас в онлайне даже играть намного комфортней. То есть все вот эти Мгм. какие-то турниры и так далее, то есть они, сидя по домам, могут показывать свой текущий максимум. То есть даже там вот как сейчас, как пример, состав второй, да, у ВП Мгм. Prodigy. То есть там много игроков, так или иначе, вот тот же Epileptic, Safe, которые еще не так много имеют опыта ланов, и вот, ну, как бы мы можем, в принципе, как бы вспомнить какие-то лан-турниры, которые ВП играли, где ребята, ну, было видно то, что нервничают и играют не настолько круто, как они как бы играют в онлайне. То есть и вот сейчас видно по их последним играм и результатам, у них очень хорошо получается, они все играют очень круто, и в том плане, что для кого-то это как бы даже огромный плюс, вот играя в онлайне, то, что они максимально находятся в своей зоне комфорта. А если, Это не, правда. если говорить не про ланы, а про буткемпы, игра вот КВшки в онлайне или официалки, чем отличаются от официалок на буткемпах? По ощущениям. Вот вы где играете лучше официалки? Буткемп, мне кажется, все-таки. Да, я тоже Ну, считаю. из-за настроя. То есть, знаешь, когда ты вот, как так сказать, живое общение очень сильно влияет. Ну, даже вот представь, да, какую-то ситуацию, возьмем, допустим, из мира спорта, там, из футбола, да, когда какая-то там, не знаю, пламенная речь тренера перед матчем, а теперь представь ситуацию, когда он в Дискорде сидит, и там пацаны сидят тоже, к примеру, и он там что-то пытается им сказать, они вот там не видят. Ну, когда ты видишь друг друга, то есть, как бы,
есть такое понятие тоже, ну, как боевой дух, боевой настрой, то есть на буткемпе это все десятикратно в сравнении как бы с онлайном. Ну, десятикратно это, может, преувеличиваю, то есть, но это в целом как бы на уровень выше, и как бы концентрация твоя на игру, она отличается, да, она лучше. То есть, но так или иначе, это не отменяет того факта, то, что можно выйти на такой же уровень в игре в онлайне. Просто это требует дисциплины и времени. Вот как мне кажется, что сейчас для команд там тира там, 2-3 уровня, вернее даже тир-3, у которых не было возможности ездить раньше на буткемпы, у них появилось больше возможностей проявить себя, потому что сейчас все не ездят на буткемпы, и как бы все в равных условиях. И получается, если раньше какая-то команда, у которой не было спонсора, она сидела в онлайне, играла, а, например, какие-то Secret, Liquid или Na'Vi сидят на буткемпе, то явно, что у них как бы меньше шансов, возможно, пройти. То сейчас более-менее у всех равные условия, и у них больше шансов. Так ли это? То есть правильно ли я думаю, что для тир там 3 команд сейчас больше возможностей появилось? Ну, как минимум, больше возможностей играть. Потому Да. что раньше было типа квала, и все. И ты ее проходишь, не проходишь, все, ты больше не можешь Да. играть. То сейчас их просто больше этих лиг. Даже если ты одну квалу проиграешь, у тебя будет еще там одна. И просто много-много-много игр. Даже если ты попадаешь на эту лигу, то там как минимум группы нужно, можно там сыграть 7 игр. Ну, короче, 100% намного больше игр для команд. Для А по поводу... Да, тир 2, тир 3. Да. Вот, а по поводу буткемп, ну, если честно, я никогда так не задумывался, но, возможно, ты права. Я бы дополнил то, что говорит Идан, как бы, в принципе, да, все как бы правильно. Единственное то, что точнее, самый главный момент другой. То есть мы можем вспомнить первую половину вот этого сезона, да, когда очень многие команды так или иначе жаловались, то, что, ну, это была правда, то, что ты играешь квалы на мажор, не прошел. Играешь квалы на минор, не прошел. И все, как бы 2 месяца ты просто чилишь. То есть ты не удел, ты как бы нигде играть особо негде, турниров онлайн каких-то хороших мало, то есть в этом плане была огромная проблема. Сейчас вот даже в Китае просто я вот наблюдал, там параллельно где-то 3 лиги идут, то есть лига там, как ESL, да, где куча таких тоже топовых команд было, то есть есть лиги, где очень много тир-2, тир-3 команд, при этом тоже топовые команды участвуют, то есть это однозначно, то есть для команд, ну, для тир-1 команд ничего не поменялось, все так же как бы у тебя плотный график, много турниров, а для команд тир-2, тир-3 у тебя больше возможностей поиграть на различных турнирах. Ну, и для зрителей, мне кажется, тоже интересно, потому что ты видишь какие-то постоянно там новые команды, ну, как-то более, что ли, разнообразно стало, как по мне. Ну, Как в думаете? Европе СНГ так точно, то, что даже на ESL объединили регион, то есть давно такого не было, Да. то есть чтобы вот можно было понаблюдать, так сказать, стычки, да, между топовыми СНГ командами и европейскими. Думаешь, это сделали чисто ради зрелищности? Ну, Или отчасти чтобы... да, плюс то, что, как бы это сказать, ну ведь раньше давно это и был один регион, то есть потом просто произошло разделение в связи с тем, то, что конкуренция очень выросла, что в одном, что во втором регионе, то есть Европа так или иначе на текущий момент это, можно сказать, регион номер 1 во всем мире. То есть по каким-то последним, да, результатам, как бы количество команд, которые там как бы в топе были на различных турнирах, то есть Европа, как бы она, в принципе, как бы в этом плане лидирует. То есть очень как бы такой крепкий, сильный регион. И раньше ведь как бы они были объединены, просто потом появилось намного больше команд, что в Европе, что в СНГ. То есть, ну, это достаточно все равно круто, зрелищно, то есть и ничего не мешает. Вот как бы в чем как бы основная суть, то что, ну, пинг или еще что-то такое, то есть это не создает никаких проблем. Ну, я думаю, если была возможность соединить еще 2 региона каких-то, то люди бы это сделали. Кстати, вот Макс сказал по поводу пинга. У НИПов там же произошла замена, и как раз из-за пинга, потому что Юниверс не может играть теперь эту лигу. Ну, все, лагает, не позволяет. И теперь его заменяет Близи.
Как вам вообще усиление, ослабление этой команды? Ну да, понятно, что Близи еще на замене, еще у них на замене Милан вместо Лелиса. Но вообще для меня эта команда даже не совсем понятная. Она интернациональная, как-то... Не знаю, как вы думаете, вот как они себя проявят на ESL? Ну, на ESL не знаю. А по поводу замен, так у многих команд, у OG 2 замены, по-моему. Еще там 2 замены, ну, почти у каждой команды, у кого в составе были с разных регионов игроки. Ну, он ЕГА и без Рамзеса играет. Мгм. И таких примеров много. Ну, потому что никто не может вылететь и играть вместе. И пинг — это проблема. Ну, вообще, то есть, так или иначе, команды ведь должны как-то адаптироваться и должны тоже выживать в текущих условиях. Поэтому то, что сделали НИПы, ну, они сделали идентично то же самое, что, да, и OG, и ЕГЭ. То есть они просто адаптировались, и они взяли игроков из СНГ и Европы, добрали, как бы, да, замены, так сказать, чтобы участвовать на ближайших турнирах. А в плане ослабления или усиления, ну, да, это как бы такой вопрос, даже как-то громко звучит. Вот если бы ты спросила там про альянс каких-то, я бы тебе мог сказать свое мнение. А про НИПов, то есть это, ну, два Скажи про стендина, Альянс. это микс. Сейчас я закончу, то есть Близи, я рад за Близи, кстати, вот так если уже Да, взять то, что все-таки он наш кореш, Близи. эм, как бы он давненько уже был без команды, и для него это хорошая возможность показать себя сейчас на проуровне, чтобы в дальнейшем попасть в какую-то хорошую команду, возможно, даже закрепиться в НИПах. Тем более то, что он достаточно хорошо владеет английским, и для него там, я не думаю, что проблема в плане какой-то коммуникации, то есть он может играть как в Европе, так и в СНГ, то есть я за него рад и надеюсь, то, что он сможет хорошо себя показать. То есть они, в принципе, неплохо начали, то есть они проиграли Секретом, очевидным как бы фаворитом в нашей группе, но при этом умудрились выиграть у альянсов как бы первый матч. Мгм. Вот. Так, за Близ респект, потому что спустя 8 месяцев я захожу в Альянс НИП игру, и он на Аксе колется научно. Да-да-да-да-да. Близи, там Знать помню, важно. вот это в TeamSpeak, да, такие флешбеки, вспоминаешь, такой, заколил, пацаны. Да, да. Все так. Да, Да. ну пожелаем Близи удачи. Вдруг реально все получится. Альянс. Мы раз уж заговорили о них, 33-го Ифату заменили S4 и Ксиба. Ксиба или как-то. Ксибе, да. То есть, ну, один из таких самых больших решафлов вот в Европе и СНГ за последнее время. То есть в Китае там не так много каких-то было шафлов. Но очень неожиданно было, во-первых, то, что это еще так было прям перед 1 апреля. Люди сначала, наверное, подумали, то, что это какой-то рофл, типа апрельский. Мгм. По итогу оказалось правдой. И выглядит так, то, что то есть часть команды, да, там, та, которая осталась, то есть там Лимп, Ника Бэйби, там кто-то Ханскин, то есть как будто вот они за спиной у ребят, то есть решили их набрить. Решение очень странное, то есть, ну, якобы там возвращение с 4 и так далее, то есть вообще выглядит как-то глупо, потому что, ну, 33-й офигенно играет, очевидно, то есть он один из лучших, как бы, троек в регионе уже долгое время, там, как бы, последние 2-3 года он очень круто играет. И при этом всем у него как бы есть свой такой еще интересный хиропул. S4, как бы, да, это легендарный игрок, очень крутой, но неизвестно, да, насколько много он даже тренировался в последнее время, это раз. Во-вторых, даже вот последнее его выступление, когда он за ЕГЭ играл, он не играл на таком супер высоком уровне. То есть он играл как бы относительно средне по сравнению с остальными игроками команды. То есть, поэтому это выглядит как минимум очень странно. И мы видим 33-го, который сейчас за OG играет в качестве стендина и просто разрывает как бы там на своих героях. То есть я даже думаю, что он рад всей этой сложившейся ситуации, потому что у него появилась возможность поиграть с ребятами из OG и набраться у них бесценного опыта. Ну и сам факт того, что с пятеркой тоже видно то, что у них не до конца как-то понятно, вот взяли этого Ксибе, который за OG Seed играет. При этом всем на КВ они против нас играли, там был другой игрок, я не буду говорить кто, тоже европейский. То есть видно то, что они тестили там, возможно, между двумя игроками разными. То есть как-то все это выглядит, ну, немножко странно. И еще учитывая тот факт, то, что у них были достаточно неплохие результаты вот в первой половине сезона.
Да, но они, кстати, и писали, что это решение сложное и все такое, и Ну, непонятное, да, для многих. смешная фраза, вот самая смешная фраза, которую я сейчас вижу, как бы Альянс не первый, кто ее использовал, то что, знаешь, как бы они якобы это сделали с целью того, чтобы усилить состав. Но хотя это Мгм. выглядит как явное ослабление. Мгм. Кстати, вот по поводу еще замены Кумана. Кумана пересадили на замену и взяли и ЛТВ. И тоже очень многие в комментариях, там люди не поняли этой замены, что она как бы бессмысленная. Вот как вы относитесь к этому, и действительно ли это игроки, ну, не знаю, похожие, наверное, в чем-то? Усилились они или ослабились? Что скажешь, Судан? Давай, Да Данчик. я не Ты же с знаю. Куманом там стоишь на линии иногда. Не, ну Да, Куман он на сейчас керри все-таки на каре играет. играл. Ну, он же мидер керри там менялся в Но мне какое-то кажется, у время. него на каре лучше получается. Но у них такие у ЛТВ больше херопул, но Куман на своих там героях, там на Джаггере, на Тимаге, там на Пашке и так далее, он реально хорошо играет. Вот. А по поводу усилились они или ослабились, на самом деле вот почему-то в этой ситуации сложно сказать. Если с Альянс все очевидно, то здесь сложно сказать. Поэтому время покажет, как будет. Ну, объективно оба игрока, ну, то есть какой-то такой глобальной разницы между ними, то есть Идан хочет сказать то, что он не видит. То есть, как бы Спасибо, тут, что переводишь. да, то есть замена такая, то что как бы и тот неплохо играет, и как бы и один, и второй играют неплохо, но с кем у команды по итогу получится лучше, непонятно. То есть единственное то, что ну, для Кумана неприятная ситуация, то Мгм. есть поиграл какое-то время и остался неудел. То есть я могу сказать с большой как бы уверенностью то, что тот же ГПК, которого там звали ВП, он, возможно, сделал правильное решение, то, что, ну, как бы не поспешил. Все-таки вот этот даже его переход не удался, потому что кто знает, как бы вот, ну, не заиграла бы команда спустя месяц-два, и тебя бы посадили просто на лавочку, и ты еще как бы скиданул своих, как бы ребят там, да, к примеру, из твоей Мгм. бывшей команды, и ты вообще просто, ну, не удел остаешься, сидишь, тычешь. Тем более сейчас на карантине много онлайн-турниров, то есть, а тебе не с кем играть. Как-то обидно. Поэтому ситуация, да, покажет время. То есть какой-то со стороны на текущий момент, вот глядя на их игры в онлайне и на каких-то лигах, вот честно скажу, если бы я новости не видел, то, что там как бы сейчас играет ЛТВ, я бы даже не заметил то, что у них что-то сейчас поменялось. Мгм. А как вообще думаете, почему его убрали? Не подошел по Т- стилю или... п- Ну, как они сказали, они ищут свой, как это сказать, самый сильный как бы вот состав. Мгм. Поэтому они, наверное, решили попробовать с ЛТВ. То есть ходили как бы до этого слухи, то, что и ЛТВ звали в команду. Возможно, он просто первый раз не согласился. Поэтому, то есть потом позвали Кумана, и вот спустя время как бы опять позвали ЛТВ. То есть мне кажется, то, что просто решили попробовать поиграть с ним в надежде на то, что у них как бы ну, будет лучше получаться. Ну, никто же не знает внутренней кухни команды. Может, у них там были какие-то разногласия или просто разное видение на игру и так далее. Может, ЛТВ им больше нравится тем, что он больше там говорит по игре или какими-то своими действиями. Ну, в общем, это Не, неизвестно. я просто надеялась, может, вы знаете внутреннюю кухню и расскажете. Ну ладно, Не, ну, не вышло. в команде не особо как бы пересекались, скажем Мгм. так, с этими игроками, поэтому так сложно судить. То есть, но они оба объективно, да, скилловые, оба задроты. То есть, а тут уже как бы вопрос, да, кто, ну, ВП решили попробовать так неспроста, то есть, очевидно, что-то их до конца в Кумане не устраивало, то есть, и, возможно, они ищут чего-то другого. Они, кстати, делали, ну как, они убрали Булку, Бул... тренера, и Ты сейчас сказала Булка. просто, они убрали булку. То Ну, есть, как... Булк. Не, Сейчас, я так понимаю, скорее всего, они в поиске тренера, и вот освободился артстайл. И, ну, многие уже там предрекают камбэк артстайла Virtus.pro. Как вы думаете, возможен ли камбэк? Тем более Соло там что-то писал, что я бы хотел. да, Это все зависит, наверное, даже больше от артстайла. Ну, захочет ли он, если захочет, то будет, если нет, то нет. Мгм. Он в последнее время
не знаю вообще, чем занимается и что делает. Он Он же... экстремум. Не, он уже ушел оттуда Ну да. давно. Мгм. Но чем заниматься, непонятно. Все выглядит примерно как бы так, но пока нету анонса, можно только гадать. В остальном, как бы, что сказать, даже если как бы это произойдет, тоже опять же непонятно, насколько сильно это поможет ребятам улучшить как-то вот глобально свои результаты ну, со старта. То Мгм. есть они как бы неплохо играют, выступают, но как бы вот на каком-то определенном уровне сейчас держатся, то есть и видно то, что они хотят как бы выйти на уровень выше, но у них пока это не получается сделать. Мгм. Как вы относитесь к Fly to Moon и все, что сейчас связано с этой командой? Потому что ребята хотят на турниры, их не приглашают, и они ругаются, мол, по результатам мы там более достойны, чем другие команды. Как вы вообще на это все смотрите? Что это, Анте или я? Ты. Ну, абсурдная ситуация. Я бы на их месте тоже горел бы. Ну, то есть они сейчас вкладывают как бы так силы, да, играют, тренируются. То есть, а по факту им даже шанса не дают попасть на какую-то вот сейчас онлайн-лигу. Очевидно то, что они выступили бы лучше, чем многие другие команды из СНГ, которые вот приглашены были на ESL One New York. Ой, Нью-Йорк ESL One, вот это как Лос-Анджелес онлайновый. То есть им даже не дали поиграть на квалификациях, при том, что там команды смешные участвовали. Как бы если Chicken Fighters, так как Бара, я считаю, как бы там заслуженно был, потому что они долгое время как бы там на онлайн, ну, на европейских отборочных там себя как бы показывали. Это там какие-то такие стаки были, знаешь, смешные, типа стак сербов какой-то, где ты смотришь на никнеймы, и там только один знакомый никнейм Мич, по-моему, который такой олдскульный, типа, чувак, ну, он там в доту так себе средненько играет. В общем, такое впечатление, просто, знаешь, кого попало, позвали, вообще не парясь, то есть на эти квалы, сделали квалы всего для 4 команд, то есть выглядело очень абсурдно, и я считаю то, что это неправильно, то есть это как-то халатно и неуважительно по отношению вот к таким как бы, да, командам, игрокам, которые как бы стараются, а им даже не дают шанса, то есть и как им попасть, то есть на такие как бы турниры, ну как бы в моем понимании должен быть такой более как бы естественный отбор, то есть должны попадать сильнейшие команды. То есть если кого-то не позвали там инвайтом, у него должен быть шанс доказать как бы, да, это на деле на квалах. Делать закрытые квалы на 4 команды и звать каких-то своих корешей, чтобы они там поиграли на этих квалах, а вдруг пройдут. Как бы это выглядит смешно. Мгм. Давайте немножко... Я думаю, стоит служить. Мы даже когда первое время, вот, если брать самое первое время, мы тоже играли постоянно open qual и так далее. И потом вот, когда ты уже залетаешь в этот цикл, тогда ты уже играешь закрыто. Если ты вылетаешь с него, то нужно опять играть open. И вот, допустим, то, что их не приглашали, но я не считаю, что там это неправильно или типа того. Я считаю, вот они сейчас победили какой-то турнир, я уже не помню какой. По-моему, это париматч. Париматч, да, против Вот. ВП как раз они играли. Вот, они сейчас победили, сейчас заслуженно они должны получать. Вот если сейчас они не будут получать Мгм. инвайты на лиги, тогда это будет, обидно и неправильно. Ну, даже, знаешь, имеется в виду то, что была квала ведь на ESL, ну, турнир ESL, то есть и им могли бы, хотя бы их могли туда позвать, при том, что они до победы даже на паре матча, они, в принципе, как бы, ну, достаточно неплохо играли вот в онлайне именно, ну, опять же, на паре матч лиге. То есть, ну, как-то так. То есть это все Мгм. выглядит... Но то, что говорит Идан, да, вот если в дальнейшем их действительно не будут звать там на какие-то турниры, на какие-то квалы, то есть, ну, я бы на их месте продолжал бы это все дело обсуждать в интернете, в Твиттере и так далее, то есть форсить людей, ну, чтобы как-то ситуация изменилась. Ну, потому что, очевидно, ребята хотят играть. То есть сейчас Но у они... них есть, типа, у них есть медийка, у них есть результаты. Сейчас я уверен на 100%, то, что их будут инвайтить. Мгм. Они заслужили. Я с вами согласна. Там, ну, как бы
было предположение, что их не позвали на ESL, потому что они там вот любят попиратить стримы, но мне кажется, как-то это слишком уж мелочно, возможно, просто не досмотрели как-то. Ну, посмотрим, как в будущем будет развиваться ситуация. В любом случае, Фейтумун желаем удачи. Давайте немножко поговорим про доту, потому что вышел недавно большой патч, 3 недели назад, где-то примерно месяц. Вот, и самое, наверное, основное изменение — это то, что стадия драфтов теперь чуть другая. Сначала идет вместо 3 банов 4 бана, и во второй стадии 1. Насколько вообще, почему было сделано это изменение, и насколько сильно оно повлияло теперь на стадию драфтов? Потому что мне, например, не до конца понятно. Вообще, хорошо это или Пускай плохо? Андрюха и скажет, он же Ну драфтер да. у нас. Ну, очевидно, как бы сильно поменялось. Ну, сейчас как пример приведу. Вот даже часто ты, как бы распикивая в первой стадии, ты планировал уже плюс-минус, как бы у тебя есть план, во что ты хочешь выйти во второй стадии, и ты планировал вот эти 2 бана во второй стадии, да? И именно вот тебе нужно было, и как раз вот именно 2 бана, тебе одного не хватало. То есть сейчас, похожая ситуация, ты должен уже заранее как бы планировать вторую стадию. То есть ты уже в первой стадии, у тебя есть возможность часто забанить какого-то героя, которого, допустим, враги могут взять на ласпик. Ну, то есть там банально какого-то мипа Хускара, у тебя 4 бана первой стадии, ты можешь 1 бан потратить на какого-то такого героя. То есть, ну, в целом просто чуть-чуть подход как бы сейчас в этом плане как бы поменялся. Нужно планировать заранее как бы первую, вторую стадию, понимая то, что во второй стадии у тебя всего 1 бан. То есть, поэтому какой-то бан, возможно, тебе нужно сделать заранее уже в первой стадии. Ну, а так это выглядит все равно интересно, как, знаешь, такой свежий глоток воздуха. То есть, потому что так или иначе уже система такая была устоявшаяся, и она... В общем, какое-то такое небольшое изменение, это в плюс. Как-то стало интереснее, что ли, драфтить. То есть хочется как-то тоже лучше вот в этом плане освоиться. Ну, причем прям супер глобального какого-то изменения нету. То есть все плюс-минус как бы выглядит похоже. Там просто чуть-чуть вот поменялась на первая, вторая стадия. Вообще, ну, о чем Valve думали? Почему все-таки не сделали? Просто чтобы чуть-чуть разнообразить? Это же, по сути, никак, ну, ты вот говоришь, что, да, это никак глобально не влияет. Ну, Так чисто обновить. да не, ну это не настолько прям мелочное изменение. То есть я, может, неправильно все-таки высказался. То есть, Или я может, поняла неправильно. да, ну, наверное, я неправильно подал. Суть в том, что все-таки это достаточно большое изменение. То есть, ну, в моем понимании глобально, это, знаешь, если бы вообще поменяли бы, ну, прям, ну, полностью, знаешь, как пример, там, вот сейчас в первой стадии, да, там, одна команда фпшит, потом вторая команда берет, там, 2 героев, потом ты берешь на закрывающие героя. Вот представь, если бы поменяли бы вот эту тему, к примеру, не знаю, ты фпшишь героев, враги потом 3 героев подряд пикают, и ты там потом, не знаю, 2 героев пикаешь. Вот если бы что-то такое, то есть вот это в моем понимании прям супер глобально. Но то, что сейчас сделали, это, да, большое изменение, так или иначе. То есть оно все равно полностью влияет на стадию драфтов. То есть, но как-то так. И при всем при этом, даже при таком количестве банов в первой стадии, мы сейчас видим все равно ситуацию, то, что очень много все равно сильных героев в патче, то, что так или иначе как бы есть кого пикнуть и на ФП, и на даблпик, то есть очень много все равно сильных как бы метовых героев. Давай как раз поговорим про метовых героев. Вот если брать, например, ESL турниры, то сейчас топ Феникс, Кент, Рубик, Марс, Грим и Эмбер. И что интересно, вот я заметила, что на этом турнире вы начали Эмбера распикивать с Эмбера. Вот. И я сначала не поняла, в чем прикол, а потом я поняла, что вы просто его флексите на 3 лайна. То есть в этом его фишка. Да, мы просто рофлим над соперниками. Мы его пикаем, пока его не забанят. Очевидно ведь. То есть, знаешь, типа мы как играем, такие, опять Эмбера не забанили, ну ладно, давай. То есть, что новое, знаешь, зачем что-то новое пикать, если можно просто взять одного и того же героя тупо, и как бы если врагам пофиг, ну как бы, ну окей. То есть, мы уже, знаешь, ну от скуки, то есть то, что мы уже поиграли на мидовом, на кэрри, то есть уже чисто по рофлу решили как бы на троечке. Пашок Подожди, просто... ты серьезно сейчас или ты шутишь? Слушай, шучу или серьезно, как бы это не столь важно.
То есть, ну, скоро как бы Эмбер еще на 4-ке, на 5-ке подъедет. Ильяс и Хорошо. Семен уже активно тренируют. А Фурион на Эданчике — это импровизация или это какая-то заготовочка? Или заготовочка, или импровизация? Секретная информация. Ну, как тебе сказать, Идан где-то что-то поигрывал. Ну, вот такой интересный, знаешь, герой. Интересный. Иногда заходит. А вот насколько, знаешь, там тренировали, не тренировали, это уже такая информация под грифом секретно. Понятно. Слушайте, кстати, вот еще тоже в мету входят герои, ну, они, вернее, сейчас очень сильные, Люкан, Бистмастер. Их как бы не совсем часто берут, но я все вижу, что чаще вот такие герои заходят с Tower Damage потенциалом, но как-то не совсем они еще прижились. Вот есть ли будущее за этими героями? Туда Дота будет двигаться в пуш или нет? Или что сложно, я спрашиваю? Да не сложно. Я просто думал, может, Идан хочет еще что-то добавить. Да, на самом деле, уже сколько лет Дота стремится к быстрому темпу, очень быстрому. То есть, если будет возможность, люди закончат игру за 5 минут. Ну, поэтому Ликана будут пикать, и Беста будут пикать, и то же самое будут пикать от пуш какой-то. И так всегда было. Я просто, знаешь, я слушаю, как бы я Идана проверяю, как в школе. То есть я слушаю его ответы, знаешь, интересно, типа, что он скажет. Более того, каждый раз, когда ты ему говоришь, Идан, может, ты скажешь, это как будто уже проверка с самого начала подкаста. Да. То есть, а вообще, ну, по поводу Ликана, да, он очень сильный. То есть у него большой винрейт в пабе, в компетитив на нем мало играют. По причине того, что его не так круто команды могут флексить на несколько позиций. Но тут еще сила не только в самом... Его даже, ну, его достаточно сильно подрезали, в общем, 2 последних патча. Но там еще сила была, знаешь, в некрах. Вот по поводу Биста и Ликана, то, что апнули некра. В том плане, то, что они дешевле стоили, очень как бы быстро собирались. То есть, и то сейчас, даже при том, что Некра тоже 2 патча как бы их режут, они все равно остаются сильные. То есть подняли монокост, точнее, уменьшили количество силы, которые там Некра дают на первом уровне книги. Но, типа, все равно это очень как бы сильный артефакт на такой, для темпа, на фарм и для пуша, то есть а вообще герои, вот то, что ты говорила, даже вот в Китае, да, опять же, Банша, ДК, много героев вот такие в темп, в пуш, они набирают популярность. В Китае тоже играли с Керри Фурионом, с Мидовым Фурионом. То есть сейчас вот много таких героев всплывает. Дота становится как бы быстрее, динамичней, и мы очень часто можем видеть какого-то такого героя, как минимум одного в пике, вот, который будет задавать такой темп, будет идти на товара. Кстати, ДК у нас как-то не рейтят. Да, я смотрела в Китае, особенно Royal Never Give Up. Они, выиграли сейчас Лигу ESL, и прям у них там в каждом втором пике. Ты погоди, может на мемберах кто-то забанит, и ДК появится. Кто знает. Ну, кстати, в последнем вот апдейте порезали и Ликана, и Доминатор, в общем, все на вот этот пуш. Там несколько героев и Мипаря подрезали, кстати, уже многие говорят, что сложность стала играть, там Муагилку порезали, сложно добивать крипов, и как-то доту пытаются как-то балансировать. Кстати, вот, и порезали хедрески. Сначала ввели эти хедрески-баклеры очень дешевые, которые дают там броню, реген, почти что бесплатно, и это вроде как имбой было. Вот сейчас подрезали. Вообще, насколько глобально поменялась стадия лейнинга с вот этими хедресками, баклерами и так далее? Ну, она изменилась очень сильно, но то, что сейчас подрезали, но это ничего не подрезали. 0,5 регена. Ну да. Это типа не критично. Ну, немного фиксанули, это все равно как бы правильно, хотя бы то, что немного, и уже 2 патча подряд режут кольцо Ring of Tarask, потому что, оно вообще прям вначале было очень имбовое за свою стоимость, хотя бы там подняли как бы стоимость, уменьшили реген, потому что оно было, то есть там в пабах как бы была такая тоже мета, частенько на героях вместо кольца там подносили вот этот Ring of Tarask, потому что оно и 150 хп тебе давало, и хп реген на линии, то есть то, что ты стоишь у суппорта хедреска, у тебя этот Ring of Tarask, и ты просто стоишь, кайфуешь,
и ни о чем не паришься, крипочков бьешь и фармишь. То есть, а так, по поводу лейнинга, да, очень сильно это все повлияло, однозначно. Мы можем сейчас видеть то, что очень много героев повсплывало, таких относительно забытых, при том, что их не так сильно апали. Там даже, как пример, какой-то Феникс, Мирана. То есть, почему это происходит? Именно в связи вот как раз с этими обновлениями, связанными даже с хедреской. То, что многие герои, которые были на стадии лейнинга слабее, они сейчас имеют свою актуальность за счет того, что с хедреской ты почти любыми героями можешь отстоять, ну, как бы линию, одну, плюс-минус адекватными, чтобы хоть какая-то синергия была. Потому что вот есть вот эти всякие артефакты, базилы, хедерецкие баклеры, которые очень сильно бафают на стадии лейнинга. Ну вот раньше некоторые матчапы, некоторые герои не могли стоять, но просто проигрывали безидейно. То сейчас с хедреской они могут просто стоять на время, хилиться и плюс-минус нормально постоять. Только благодаря этой хедреске. Ну или баклеру, или типа того. Ну, вам нравится это изменение? На меня это никак не влияет, я стою на миде. Хедрески не покупают. Ну да. Ну, на сайд-линиях, как мне кажется, как тебе сказать, нравится или нет, да, блин, я так Это в даже... две стороны. Да, в две Ну, стороны. потому что можно иногда взять слабее героев, но с хедреской потерпеть, Да. но иногда обидно, когда у тебя сильнее герои, но ты не можешь настолько сильно загнобить, потому что люди под хедреской. Ну, то есть ты бей, не бей, они все равно захилятся. Да, еще какой-то баклер там поднесли, или базилы Да, тоже да. спамят, фармят, то есть и 50 на 50 получается линия. Да, плюс-минус сейчас любой матчап, нет такого, что вот почти в хламину люди выкатываются и все. То есть плюс-минус отстоят, а дальше уже будет известно. А насчет меня, мне все равно. Мгм. Ну, для Айдана был другой как бы момент неприятный с руной больше как бы ботл, связан. Да, вот 4-я минута. То, что да, ты сейчас как бы быстрый ботл, он не актуален, потому что первая руна спавнится на 4-й минуте, и вот для многих как бы героев на миде это стало, так сказать, неприятным как бы апдейтом, потому что очень многие эти герои, они как бы были, как-то сказать, рассчитаны на то, что ты хочешь вот даже уже на 2-й минуте там законтролить руну. Я даже неоднократно помню, раньше Эйдан часто жаловался, то, что вот стоит он как бы в начале линию как бы 50 на 50, 2-я минута, и вот враг просто, ему повезло, там выпала руна какая-то ДД, он на 2-й минуте пришел с этой руной, и за счет этого, как бы, да, на линии получил какое-то преимущество. В этом плане, кстати, может быть, да, добавили баланса, и сейчас в Да, миде 100%. актуальны еще, наверное, те герои, которые не зависят от фастботла. То есть вот даже почему в Китае тот GDK, наверное, имеет такую популярность, отчасти за счет того, что у него пассивка с очень крутым хп-регеном, армором, он какой-то Soul Ring себе там в миде покупает, и за счет этого как бы стоит и по ресурсам вообще как бы не проседая и не нуждается ни в каком ботле, как бы, и так далее. То есть, поэтому такие какие-то герои, они актуальны, те, которые как-то на линии восполняют ресурсы. То есть, не знаю. Сейчас точно с отсутствием руны на 2-й минуте добавили баланс именно в мид, потому что раньше проигрышным матчапом можно было просто... Вот вы вместе идете на руну, ну и там просто 50 на 50. И вы вместе идете, тебе там падает какой-то ДД, и все, ты стоишь и выигрываешь героем, который должен стоять и терпеть. То сейчас это невозможно. Ты стоишь до 4-й минуты, а дальше, ну, это уже 4-я минута, там уже твои проблемы. Мгм. То есть это добавили баланс, это круто. А есть ли еще что-то, что поменяли? Вот мы не обсудили, но вот прям так повлияло хорошо на игру. Мне как-то на ум ничего так не приходит. Да, какие-то основные вещи, которые были затронуты, мы обсудили. Ну, знаешь, там есть микро, да, какие-то тоже всякие изменения там по типу с руной иллюзии. Даже с тем же пабом, да, банально, то, что в патче вот этот с LPIC системой в пабе, там, Ну, где... это тоже круто. Вот это, да, для пабов реально по кайфу, где ты очень напрягало, когда вот у врага был ласпик, и он там каким-то мипо, бурдой, типа ты знал то, что тебя просто, ну, неизбежно закроют. Ну да, Сейчас... плюс это, ну, это сейчас снова же баланс. Да, Почему? еще балансят. ФП в пабе раньше, оно ничего не давало абсолютно. Если в компетитив в ЦМе, типа, это и есть смысл, то в пабе этого смысла вообще не было. Поэтому я все ждал, пока переработаю эту систему, потому что, ну, очень часто бывает, вот день бывает, 70% игр у тебя спик, и ты закрываешь.
то сейчас вот реально баланс. Ты видишь 4 героя, а дальше уже думаешь, кого взять, как бы префайр. Думаешь, тебе нужно разбавить АОЕ, но если он там закроет чем-то, ну, в общем, мне нравится сейчас. Ну, из такого, конечно, есть еще тоже одно большое изменение, связанное с экспой за стрики. То есть, ну и все игроки как бы плюс-минус как бы там тир-2, тир-3 даже командах, я думаю, обратили на него внимание, то что в сравнении с тем, как было раньше, там даже за Killing Spree ты получал огромное количество опыта. То есть вот ты, грубо говоря, стоишь 2 на 2, у тебя все круто, ты убиваешь врагов, и в один момент идет размен, где, вот, допустим, твоя тройка со стриком 3-0, да, там, умирает, идет размен, где вот вражеский керри, к примеру, со счетом 0-2 сделает килл. Он просто, ну, нереально камбэкал по голде, по XP. Сейчас чуть-чуть подрезали то, что по XP за вот эти стрики, как бы, ты меньше получаешь опыта. То есть, и это, в принципе, как бы так или иначе, глобально тоже влияет на игру по различным, как бы, факторам. Я это заметила на пабах, то, что сейчас очень многое зависит просто от драфта. То есть ты, по сути, выигрыш или проигрыш на стадии драфта. Если ты взял хорошие линии и нормально отстоял, то все, 50% успеха у тебя уже есть, даже больше. Говоришь дело, да, это сейчас еще больше как бы стало важным. Да. То есть если раньше я условно могла, например, порофлить и взять какого-то героя просто потому, что я хочу на нем побегать, то сейчас я просто беру там сильных метовых саппортов, типа Даз для там какого-то Гримстрока. Чисто линию как бы засекьюрить, как бы... Да, в пабе это точно хороший подход, как бы это и в компетитив работает, и в пабе однозначно. В компетитив то же самое. Мы скоро вообще придем к тому, что Андрюха будет пикать против фупея какого-то. И все, вот кто как пикнул, мы можем даже не играть, типа сразу же все один. Ну, отчасти... Не, большая в этом доля правды действительно есть, то что драфты... Но еще отдельная есть тема, связанная с драфтами, вот одна очень важная. Это вот эта тема, связанная с флексом. Где ты даже при ФП, знаешь, вот враги видят твои 5 героев, но они в душе, не буду там как бы заканчивать, ну, да. То есть просто не понимают, куда пойдут твои герои, кто на какую линию пойдет. То, что у тебя вот это, знаешь, флекс остается. То есть вот в этом плане вот такой флекс в драфте, он всегда очень сильно решает. Иногда даже такой у тебя драфт, ну не сказать, что прям... Короче, гениальность драфта, вот, мне кажется, как раз определяется вот этим флексом и подготовленностью твоих игроков сыграть на том или ином персонаже. Даже как пример, когда мы вчера там зафлексили Эмбер на тройку, враги, я думаю, вообще такого не ожидали. Это, кстати, ну такая, ну действительно, new мета, можно сказать, немножко была, то, что вот этот Эмбер тройка. Пашок просто как в старые там добрые, я вот вспоминаю, как мы там ESL One New York выигрывали, он там на Эмбере бегал. Только, и тут Пашок тоже на Эмбере, на троечке, только, ну, очень классно, кстати, он сыграл. И вот такой момент, в общем, очень сильно влияет еще вот этот флекс. Да, ну и вот Фуриона тоже, например, вы взяли, его можно там и на 5, да, Ильясику отдать. Так вот, и, ну, это правда, потому вот то, что вы говорите, непонятно, кто куда пойдет. Даже вот когда я сидела там в студии аналитики, сейчас очень сложно предугадать, куда кто пойдет, потому что свапают с ролями. И врагу ведь сложно, даже вот как пример приведу, когда у тебя в пике 2 героя там каких-то есть, и каждый из них, допустим, ну, сейчас подробно скажу, то, что у тебя есть несколько героев, которые теоретически могут быть мидерами. А у тебя, вот, допустим, такой ласт-пик, и тебе нужно подобрать мидера. Очень сложно выбрать героя, при том, как бы, что ты точно не знаешь, что против тебя будет стоять в миде. Одно дело, когда ты пытаешься какого-то конкретного героя контрпикнуть, там вот ты видишь, не знаю, какого-то там пака, и ты в мид такой думаешь, ага, ну ланаю какую-то можно пикнуть. А типа, а тут ты такой смотришь, блин, там в мид там какой-то, может, и фура пойти, и еще какой-то герой, и еще какой-то, и кого взять. То есть, и ты берешь, ну, в общем, сложно подобрать такого героя, чтобы он якобы против всех потенциальных вот этих, да, героев, которые флексятся, был хорош. И вот это как раз тема с флексом дает возможность тебе по итогу, вот враг пикнул героя в мид, и ты против него в мид отправляешь по итогу того героя, который лучше отстоит. Ну и по драфту, который как бы тебе кажется, то, что он, допустим, там будет лучше на кто-то на короле, кто-то на саппорт позиции, то есть... Кстати, там бейт, или как там их?
Да. Дэнди выиграли ХР 2-1. Да, они первую так проиграли. Молодцы. Ну, кстати, я видел, что они начинали играть, но этот стрим как-то не запустил. Вот победили уже 2-1. Trying to defend, or Молодцы, maybe да. even get Да. Там чилы взяли антимага, а их в итоге просто Пугна Котл и Ликан спушили за 20 минут. Я так понимаю, у вас минут через 10 начинается КВ, правильно? Да. Значит, у нас ограниченное количество времени, 10 минут. Давайте буквально несколько вопросов еще и будем разбегаться. ESL лига. Сейчас у вас вы сыграли 2 игры с Team Unique и с Chicken Fighters, и казалось бы, это довольно одни из самых таких, не легких, в общем, таких, да, легких. Каких? Ну скажи. Легкий. Я не хочу это говорить, но я просто не могу подобрать другое слово. Вот, впереди там Secret, вот, завтра буквально игра с Secret, и это, наверное, самая сложная игра. Хотя, с другой стороны, там дальше Нип, Альянс, у которых замены непонятно, как они играют, Spirit и Liquid, которые тоже в последнее время у них не очень все хорошо получается. Вот, в целом, расскажите о ваших ощущениях, наверное, на шансы ваши на этом выиграть этот турнир, потому что, мне кажется, они довольно высоки. Фу-фу-фу. Прям выиграть звучит как-то, знаешь, оптимистично. Ну, точнее, не оптимистично, не совсем объективно, когда присутствуют такие команды, даже OG, как бы, с заменами, они все равно круто играют. Есть Secret, есть Nigma, которые еще там всегда по ходу турнира... Да, можно выиграть. Выиграть можем, но сейчас об этом рано говорить, то есть... Вообще, да. Извините, я имела в виду группу. По крайней мере, очень Вот хорошо в группе, да. топ-2, да, у нас вот завтра по факту с Секретами такой матч очень важный, это, как это сказать, то есть Секреты очевидно именно как фавориты в группе, вот мы играем против сильнейшей команды в нашей группе, и для нас это хороший шанс победить их, как бы зарядиться еще дополнительной уверенностью, заодно как бы свои силы на текущий момент оценить против как бы такой топ-команды и закрепиться на первом месте в группе. То есть, да, завтра как бы такой важный матч. Не знаю, против Secret лично мне вот всегда такая дополнительная мотивация против таких команд, как бы играя, вот особенно против Secret. У них сейчас тем более в чем плюс, то что никаких замен в команде нету, и видно то, что они хорошо играют. Вот против них прям хочется зарубиться. Мгм. То есть Айданчик там, как бы, Айдана, мне кажется, ждут очередные там баталии с Нишей в миде. То есть это... Ниша, кстати, к слову, самый сильный лейнер в мире. По Очень твоему мнению? Или еще что-то есть? Ну, я подтверждаю. Неважно, мое. Ну, Секреты неспроста, как бы там и прошлый мажор выиграли, и в целом, Ниша, он прям очень крут. То есть вот в моем понимании, то есть вот даже вот, в той же Нигме, да, там как бы Miracle как был, так и есть, который, он просто в соло может катки тащить. Вот Ниша, это игрок, который, ни капли не уступает, он тоже очень как бы круто исполняет, у него очень крутой пул героев, он в секретах прям как бы очень тащит по-своему, то есть у них все игроки очень крутые, однозначно, но Ниша так или иначе выделяется, он очень круто стоит линию, то есть и просто очень хорошо играет на своих героях. Давайте, пока я не забыла, есть у меня еще пару вопросиков, которые меня постоянно спамят все время про Сему. Ну, во-первых, у нас с Семой нет никакого контента, интервью не вышло, потому что вот из этого карантина. В общем, как Сема уже до конца влился в коллектив, все ли у него хорошо и... Все отлично, все гуд. Да. Да, Семен... А ты как, доволен? Я да. Ну и Дан доволен. Я тоже могу сказать, то, что Семен хорошо влился в команду. Во-первых, вот так тебе скажу, поначалу, когда Сема только пришел, все-таки чувствовалось то, что, у них с Пашей, как бы, да, не хватало такой еще сыгранности в каких-то там моментах. Вот даже спустя вот это все время, то есть уже сколько прошло, там, не знаю, месяца 2, то есть сейчас Семен хорошо влился. Ну, в сам коллектив, так или иначе, ему было достаточно просто влиться. Он такой, как бы, парень в этом плане, как бы, легкий на подъеме. То есть, плюс, как бы, мы с ним раньше играли, он с Пашей играл, то есть, хорошо общались. Он сам по себе такой достаточно позитивный, немножко замкнутый. Но чем больше он был в команде, то есть, постепенно, как бы, он тоже
чуть-чуть больше где-то раскрылся, то есть и как бы старается тоже больше где-то по игре говорить и так далее. То есть Семен, в принципе, да, хорошо себя показывает и хорошо влился в коллектив. Отлично. Все. Я надеюсь, вопросы отпадут ко мне по поводу Семена. Андрей, еще такой момент. Ты внезапно оказался в центре скандала. На тебя наехали и Ланем, и РОТК по поводу твоей фразы о том, что кто-то там, я не помню, в общем, что, по-моему, как Ну, там, я могу что сказал, сейчас ситуацию могу точно сказать. напомнить. То есть ситуация была связана так. То есть я давал интервью. Не самое качественное интервью получилось в том плане, что очень плохо отредактированы были ответы. То есть, я бы сказал, немного даже, как некорректно. То есть, и как бы даже там уже не суть как бы того, что даже сам как бы там мой ответ, он немножко выглядел по-другому. Но, в принципе, если дословно даже взять, то есть там как бы был такой вопрос про то, что вот про фаворитов на Старладере. То есть я как бы поставил команду... Вот давай я зачитаю этот коммент. Если честно, то пройдя на мажор, уже без разницы, кто приедет с минора. Но объективно Альянс и Гамбит главные фавориты. Тимастер точно не назвал бы. Они слабее RNG, что были в Буковеле. Ну, я имел в виду, что RNG, вот, просто прошлый минор, который был, то есть там от Китая участвовали RNG. Да. И они очень мощно как бы играли по ходу турнира, но проиграли в финале против Нигмы, которые просто там как бы по ходу турнира разыгрались. И в моем понимании, то есть там был как бы такой момент, что, как бы я просто считаю команду RNG сильней. Даже сейчас, в принципе, вот посмотреть на результаты, да, в Китае RNG очень как бы так круто играют. И как бы в моем суждении ничего такого не было. То есть и я изначально Тимастер не поставил как бы в число фаворитов. Хотя это было интервью, которое я давал, это было даже до момента, вот мы с ними после этого буквально чуть ли не в тот же день играли КВ. То есть и на КВ там такая была заруба, то есть они действительно круто играли. То есть если бы у меня спросили бы на день позже, я бы сказал то, что и, как бы они однозначно одни из фаворитов. То есть ребята играли очень как бы хорошо. Но как бы получилось так. И мои слова, видимо, как-то, вообще, в принципе, как бы китайцы, они такие люди, я заметил, очень многие игроки, они часто как бы обижаются на какие-то вещи, иногда даже без повода. То есть, достаточно такой гордый народ и обидчивый на какие-то вот такие моменты. Я не хотел никого задеть или оскорбить, но вот тот же Ланем, то есть его как-то это обидело. Уже после того, как они выиграли турнир, у него брали какое-то интервью, и, возможно, даже сам интервьюер, не знаю, там некорректно как-то задал вопрос, он подгорел с этого всего, как бы что-то там начал у себя писать, Вейбан, пишет и пишет. Честно скажу, я изначально как-то эту тему не развивал, дабы не продолжать конфликт. Да, я понимаю то, что многие люди были недовольны всей этой ситуацией. Именно, наши фанаты из СНГ, очень многие, я видел, поддерживали как бы меня в этой ситуации, то, что как бы считали, что я ничего такого, не сделал неправильного. И они тоже как бы были злы на то, что вот там что-то РТК какую-то фигню писал, Ланем какую-то фигню писал. То, что писал РТК, там вообще как бы сложно перевести, потому что это выглядело, очень как бы забавно. Но скажу так, то есть я, знаешь, тоже словами бросаться не люблю, то есть я хотел приехать на мажор, и там, да, на деле показать. У нас даже вот была игра там с RNG в группе, возможно, и с Астер бы встретились, либо как минимум посмотрели бы, да, кто занял бы топ-16, как они там рассказывали. Но этого не случилось. Как бы что поделать? Будут еще турниры, да, дождемся каких-то ланов, то есть еще можно будет, так сказать, старые счета свести. А вот эти все войны в интернете, то есть, не знаю, слушай, мне это как бы смешно, там вот эти всякие, знаешь, конфликты, там даже как вот эти какие-то разборки между Force, там между игроками и SEO и так далее. То есть, в моем понимании, это какой-то детский сад, то есть я на этом как бы мог медику, да, поднакрутить там, но, не сделал, как бы, и как бы и не парюсь по этому поводу. А в остальном конфликта как такового по факту и нету. То есть для меня это выглядит какой-то, знаешь, как просто недопонимание, неправильный, некачественный перевод и, как-то так. То есть, а на деле посмотреть даже, да, то есть если уже у ребят какие-то вопросы как бы были, то есть это уже только, знаешь, на лане как бы можно выяснить, когда какой-то турнир будет, посмотреть как бы кто на что способен.
Ну, знаешь, я знаю, что ты человек такого, ну, старого формата, и мне казалось, ты бы сам мог на лане. Ну, вот почему-то мне кажется, я вижу прям, как ты подходишь к Ротекая и ему говоришь, Дуд, камон. Ну, Да, вот как-то мне казалось, что ты можешь это Я, сделать. я на самом деле ребят уважаю, они очень крутые игроки, как бы легендарные, что ЛНМ, что РТК. РТК очень крутой тренер. То есть просто, ну, РТК вообще выглядел так, как будто он, знаешь, он троллит. То есть Ну да, да, то есть он практически Ланем как бы нападал. видно то, что пригорел с этой всей ситуации. То есть РТК он такой больше как бы троллил. То есть, честно, я как-то сильно всерьез не воспринимал. Ну и я же говорю, я не сильно как бы эту ситуацию продолжал, чтобы дабы не раздувать, знаешь, какой-то такой вот конфликт, Мгм. чтобы там, не знаю, на нашу команду, на ребят взъелись, ну, взъелась китайская комьюнити. То есть я как-то решил, в общем, камон. Ну, Типа, правильно. нафига эту тему продолжать? То есть, типа, ну, просто был бы лан, ну, на деле, да, действительно, вот сыграли бы там против RNG, можно было бы там что-то в Твиттере написать, зарофлить, типа, там, мол, то, что Тимастер там следующие, допустим, будут. А как бы, а так ничего не произошло, никуда не приехали этот, ну, блин, где-то встретимся, может, на Инте, если он как бы в этом году будет. Э, Да, это вопрос большой еще. Будет он или нет. Ребят, что ж, вам большое спасибо за время. Уже как раз вот 15:00, прям идеально в тайминге вкладываемся. Желаю удачи с Team Secret и с другими командами. Спасибо, что вышли на связь. Комьюнити, болельщики ждут и будут рады вас. Так что Спасибо, все. спасибо. Да, Да. спасибо, что позвала. Было, в принципе, интересно пообщаться. Ну, а мы, как бы, с Иданчиком и с ребятами будем стараться, чтобы показывать сейчас хорошие результаты в онлайне и радовать наших фанатов.